Это канал «Творчество для всей семьи». Сегодня делюсь с вами еще одной необычной идеей декупажа – имитация пэйчворк. Будем делать шкатулку для рукоделия. Из толстого гофрокартона вырезала все детали шкатулки. Подробный список используемых материалов и размеры в описании под видео. Оклеить шкатулку можно любой бумагой, подойдет даже газета. Приклеиваю разведенным водой клеем ПВА в 2-3 слоя. Если оклеивать крафт бумагой, достаточно одного слоя. Для финишного слоя подойдет любая тонкая бумага. А это москитная сетка, моя новая фишка в декупаже. Грунтую сетку белой акриловой краской. Все манипуляции с сеткой я делаю на бумаге для выпечки. А затем, после полного высыхания, покрываю неразбавленным клеем ПВА. Клей на сетке должен просохнуть, и только тогда можно приступать к декупажу. Я нарезала салфетки на квадратики. Тут я использую 3 разные салфетки, которые мне подходят по цвету и стилю. Отделяю бумажные слои, оставляю только верхний красочный и приклеиваю фрагменты салфеток на клей ПВА, разведенным водой 1 к 1, от центра к краям. Когда клей полностью просохнет, проглаживаю декупажное полотно утюгом на средней температуре через бумагу для выпечки. Проглаживаю для лучшего склеивания, а также для выделения рельефа сетки. На этом этапе можно вырезать полотно по размеру крышки. Для этой работы первоначально планировала использовать канву, которую не удалось приобрести. Так родилась идея москитной сетки. У нее оказалось очень много преимуществ. Ссылка на эксперименты с сеткой в описании. Можно также имитировать шов краской. Сетка очень напоминает канву, и поэтому вышить на ней не составляет труда. Окрашиваю шкатулку акриловыми красками в 2 слоя. Для того, чтобы цвет не получился однородным, в белую добавила каплю розового и не стала смешивать краски
до однородности. За неимением тонкого синтепона воспользовалась ватой, расслоив ее на тонкие полоски. Приклеиваю на клей ПВА. Сверху на вату приклеила нетканную тряпочку. Декупажное полотно приклеиваю на клей ПВА. Вот тут я допустила грубейшую ошибку, которая меня очень сильно разочаровала. Необходимо было перед тем, как наклеивать декупажное полотно, покрыть его лаком. У меня клей просочился и попал на декупаж, и в одном месте даже размочил салфетку. При такой активной крышке по минимуму украшаю боковины шкатулки. Для того, чтобы внутреннюю часть шкатулки разделить на отделения, вырезала полоски из переплетного картона. Грунтую белой акриловой краской с двух сторон. И декорирую обычным декупажем. К сожалению, у меня не осталось достаточного количества салфеток, которые я использовала в крышке. И решила сделать вот такой простой вариант. Перед сборкой покрываю акриловым лаком. Приклеиваю, на столярный клей подойдет любой. Всю шкатулку я покрыла акриловым лаком, а декупаж лаком из баллончика. Часто отсутствие какого-нибудь материала рождает новые идеи. С помощью москитной сетки я уже имитировала гобелен. Ссылка появится в подсказке сверху. А сегодня сделала ткань для пэтчворка. У сетки еще очень много возможностей. Продолжение следует. Увидимся.